Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Перебирала недавно свои залежи лоскутков. Цвета очень красивые, текстуры тоже. Есть гладкие атласные, есть плотные матовые, тянущиеся и очень тонкие. Но кусочки совсем небольшие. Долго думала, куда и как их использовать. Решила сегодня поработать с синим цветом. Оказалось, что у меня накопилось больше всего таких оттенков лоскутков. Мои дорогие, вы знаете, что я всегда выискиваю что-нибудь интересное и красивое. На Одноклассниках увидела работы «Вышитые рушники». Их автор – мастерица Оксана Владимировна из Луганской области. Я не смогла удержаться и приобрела у нее такую прелесть. Вы тоже можете поддержать мастера. Ссылка на ее профиль будет в описании под видео. Делаем выкройку. Будем ориентироваться на лист пищи бумаги формата А4. Сначала сделаем квадрат, а потом разрежем его по диагонали. Этот блок выполняют по-разному. Его можно шить по бумаге, но потом замучаешься эту бумагу убирать. Поэтому решила шить по клеевому флизелину. Во-первых, это будет основа, по которой мы будем ориентироваться. Во-вторых, тогда можно спокойно соединять ткани разной плотности, и очень тонкие, и эластичные. В-третьих, как ни странно, это очень доступный по цене материал. В интернет-магазине 1 метр ткани приобрела несколько метров самого дешевого, еще по 25 рублей за метр, и спокойно им пользуюсь. Из клеевого флизелина также выкроем квадраты, а потом разрежем их по диагонали. Найдем серединку гипотенузы треугольника и начнем заполнять лоскутками. Мы не знаем, какого размера у нас будут детали. Где-то шире, где-то уже. Главное, чтобы хватило довести до вершинки прямого угла. Ткани стараемся подбирать контрастные, темные, светлые. И здесь хорошо будут смотреться и ткани с блеском, сиянием, и матовые. Это подкладочная ткань, бязь, креп, искусственный шелк, даже джинс. Главное, чтобы вам самим нравилось. Лоскутки зацепляем иголочками, а потом уже прокладываем строчку. Закрыли одну сторону центрального треугольника, переходим на другую. Эти детали лучше смотрятся, когда полоски грани кристалла узкие. Когда закрыли центр заготовки, проутюживаем деталь, проклеиваем все утюгом, а уже после этого закрываем оставшиеся открытые уголочки. Детали разворачиваем, расправляем ткани, проутюживаем и, ориентируясь на края клеевого флизелина, убираем лишнюю ткань. Таким образом готовим и остальные заготовки. При шитье треугольников стараемся детали делать контрастными. Для этого все ткани делим на темные, средние и светлые. В половине заготовок используем темные и средние, а в другой половине средние и светлые лоскутки. Должен быть контраст между верхней частью кристалла и нижней. Вот такие треугольники у нас получаются. А теперь разберем эти детали попарно. Прикинем, что с чем будет лучше смотреться. Почувствуем себя ювелирами. Кто мечтает о бриллиантах, изумрудах, сапфирах, рубинах, топазах, аметистах. Шейте любую цветовую гамму. Просто сшиваем вместе две треугольные заготовки
Соединяем их по диагонали. У нас кристаллы в голубой и синей гамме. Условно будем считать, что у нас топазы. Сапфиры, наверное, все-таки темнее. Конечно же, все эти детали можно сшить, соединить в одно полотно уже сейчас. Но гораздо эффектнее это будет выглядеть, если сделать разделительные полоски из черной бязи. Их выкроем шириной 5 сантиметров. Немного поработаем за кадром. Квадраты-кристаллы сшила с помощью биек в длинные полосы. Они будут располагаться под углом, поэтому сразу приготовим треугольники, которыми будем закрывать сбоку свободное место. Эти треугольники тоже сразу пришьем, а уже потом соединим эти полосы в одно полотно с помощью длинных биек. И подготовим большие треугольники, которыми зашьем углы нашего панно. Все проутюживаем. А дальше работа как обычно. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная часть. Помним про то, что обратная сторона и синтепон выкраиваются на несколько сантиметров больше лоскутной части. Все тщательно закалываем английскими булавками. Начинаем от центра и движемся к краям. А вот теперь продумаем стежку. Полотно получилось не очень большое, 62 на 92 сантиметра. Хотелось бы подчеркнуть этот рисунок, кристаллы. Простегаем просто, прямой строчкой, по контуру каждого кристалла. А по черному фону тоже прямые линии. Сначала прошьем просто в шов по всему полотну. Закрепим ткани между собой. Свободный конец закрутим в трубочку, чтобы можно было спокойно протянуть его в рукав швейной машинки. И, конечно, работаем с приставным столиком. Надо, чтобы ткани лежали ровно, на одной плоскости с игольной пластиной, чтобы ничего не свисало и не деформировалось под своей тяжестью. Еще один момент. Все линии стежки начинаем с одного края. Дошли до низа, опять идем наверх. И начинать лучше всего с середины полотна и двигаться в стороны. Сами кристаллы мы тоже прошьем, простегаем. Но лучше заменить верхнюю нитку, сделать ее под цвет кристаллов. А дальше мы, как опытные ювелиры, рисуем грани драгоценных камней. Если кто-то забыл, как выглядят бриллианты, сходите в ювелирный магазин и посмотрите. Кстати, рекомендую. Это замечательное средство от депрессии. Главное – это правильно туда ходить. Когда заходите, надо сразу спрашивать, где витрина с самыми дорогими украшениями. Потом просто смотрите и примеряете, и любуетесь. И даже можете попросить разрешения сфотографироваться, чтобы показать маме, мужу или подруге, чтобы получить их одобрение.
Этот метод борьбы с осенней хандрой работает превосходно. Во всяком случае, вы услышите кучу комплиментов в свой адрес. И, как говорится, мечта любой женщины хоть раз в жизни с большой хозяйственной сумкой сходить не в продуктовый магазин, а в ювелирный. Вот такое замечательное панно у нас получилось. Конечно, можно его использовать и как коврик в ванной, но жалко на пол кидать такую красоту. Вы видите, что на обратную сторону пришили петли. В них можно продеть деревянную планку и подвесить в нужном месте. Вот на изнанке видны все швы стежки. Это простые геометрические линии. Вот такая красота. Все просто и легко шьется. Ничего заранее не выкраиваем, не просчитываем. Даже если где-то что-то не так, значит, так и задумано. Ведь это натуральные камни, а в них возможны и вкрапления, и разная степень прозрачности и преломления цвета. Сейчас мы станем экспертами. Даже если и не в ювелирном деле, то уж в лоскутном шитье точно. Надеюсь, что вам понравилась идея такого драгоценного панно. А у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. В описании под видео есть ссылки на все мои соцсети, на платформу Яндекс.Дзен. Обязательно присоединяйтесь к моим группам. Вас ждет много интересного. Всем желаю приятного творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!